постараемся выстроить и линию правовой поддержки. У нас есть договор о сотрудничестве с гильдией российских адвокатов, и здесь есть вице-президент этой авторитетной организации. Мы тесно сотрудничаем и с адвокатами, которые проживают в странах Балтии. Вот с Михаилом Леонидовичем Йоффи мы провели несколько экспертных встреч на базе Общественной палаты с приглашением представителей Университета дружбы народов, МГИМО, других вузов, экспертных заведений для того, чтобы оказать информационную и экспертную поддержку по делу Василия Кононова. Нам удалось, я считаю, привлечь внимание и Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, средств массовой информации к этому делу, к защите интересов Василия Макаровича. И, невзирая на трагическое обстоятельство, его уход из жизни, мы намерены отстаивать доброе имя ветерана в Европейском суде по правам человека. Русским в Латвии удалось собрать почти 190 тысяч подписей и инициировать референдум, который будет проходить в стране 18 февраля. Это впервые на постсоветском пространстве удалось мобилизовать членов русской общины в таком большом количестве. Это 16% правоспособных граждан, но если пересчитать на общее количество русского населения, то это процентов мобилизовано 60 всех русских, имеющих право голоса. Имеется в виду, что 320 тысяч вообще не имеют права голоса, не граждане. Примерно около 100 тысяч русских живет за границей, и технически не было возможности принять участие в сборе подписей за проведение референдума. И примерно 1050-70 мы просчитывали, побоялись поставить свои подписи, поскольку им прямо угрожали, что если в паспорте увидят штамп, а у нас сбор подписей штампиком отмечается в паспорте, и ясно уже, что ты пришел, подписался, что ты проголосовал за русский как второй государственный. И вот этих людей просто пугали, если они работают полицейскими, налоговыми инспекторами, просто уборщицами в госучреждении, они не подписались. То есть по существу произошла мобилизация всего корпуса русских граждан в Латвии. Мы оценивали ситуацию, которая сложилась в постсоветской странах вообще и в Латвии в частности, в Прибалтике, тут более подробно это описано, как общество, в котором правящие элиты есть элиты бюрократические, которые не позволяют развиться классическим буржуазным силам и сформировать буржуазный класс, и пытаются удержаться у власти, хотя все полноценные функции социального управления они не могут выполнить. И вот чтобы удержаться ему власти, они используют механизм разделения проживающего народа на отдельные этносы. В Латвии это деление в первую очередь на латышей и не латышей, а в рамках латышей тоже существует иерархия. Выделяются, собственно, латыши, балтеши, наследники немецкой культуры, немецкой системы ценностей, те, кто исповедует в религии протестанство, и латгалы, большая группа, примерно 15% населения, они католики, больше склонны к линии польской культуры, которые находятся тоже в системе иерархии не наверху, а где-то посередине, а внизу не латыши. Мы оценили, что главными инструментами сохранения власти этих бюрократических элит, они по составу латышской, балтышей, являются, во-первых, институт негражданства, позволяющий 40% не латышей исключить вообще из политической жизни. И второй инструмент – это язык, придание латышскому языку статуса исключительно единственного государственного языка, что позволяет оттеснить в первую очередь русскоязычную интеллигенцию, потенциальные элиты из политического процесса и постоянно использовать этот инструмент как средство давления на население вообще. Ну, как дополнительный какие-то инструменты, это использование нацистской, национал-социалистической идеологии, осуществление различного рода символических действий, как, скажем, празднование 16 марта, День латышских легионеров СС,
в известной степени запугивание населения латышского и русского вот этой возможностью развития этой традиции. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы русская община и ее представители могли выйти на европейскую площадку с тем, чтобы там доказывать, что мы имеем право на гражданство, на сохранение своего языка. Вот эта линия у нас крайне слабо реализуется. Не поддержка России, она нужна, и спасибо большое за это. Мы сами должны иметь возможность выйти. Мы сейчас пишем письма, обращаемся в ОБСЕ, в другие инстанции с просьбой прислать к нам наблюдателей от европейских стран. Мы старались реагировать на такие острые факты, вопиющие факты нарушений. Это и поспешный варварский перенос бронзового солдата, это и дело Палецкиса, который так сказать, совсем недавно этот процесс завершился и приговор был отменен. Это и то, что нашему коллеге, председателю Московского антифашистского центра Прошечкину отказали во въезде на антифашистский конгресс в Ригу. Мы старались подключать к этим обсуждениям, заявлениям известных деятелей культуры. Я знаю, сколько в странах Балтии лежит в земле наших солдат, которые освобождали от фашистов эти страны. И я считаю великим кощунством, что происходят парады людей, которые были на стороне Гитлера, происходят парады, которые вообще унижают эти страны, унижают нашу память, потому что мы единое, такое содружество чисто человеческое, которое помнит, что принес фашизм миру, и что Красная Армия, которая освобождала и эти страны в том числе, сколько доброго она принесла тем народам, которые она освободила. Причина и корни латышской ненависти к русскоязычному населению мне, как юристу, пришлось защищать не только Василия Макаровича Кононова в Страсбургском суде, других ветеранов Великой Отечественной войны. Мы расплачиваемся, не мы, а это пожилое поколение, расплачивается за победу в 1945 году. Истоки правовые и политические, они кроются в том, что политическая власть сегодня в Латвии состоит из родных, близких, сочувствующих людей, кто воевал во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Что касается этой дискриминации в Латвии, это монолог там происходит. Правящая элита говорит свои доводы, поддерживается тоже подогретым национальным элементом, и в результате происходит эта дискриминация по языковому признаку. Я уже начал говорить об истоках именно из нацистской политики. Могу привести конкретные исторические примеры. Как только Латвия была оккупирована немцами нацистской Германии, включена в состав Осланда, был издан указ, в котором было сказано: язык только немецкий, национальных языков нету. Это архивные документы в связи с делом Кононова, которые я знакомился. К носителям русского языка, как победившим во Второй мировой войны их отцов и дедов, они выводятся в этой дискриминационной политике запретить говорить на родном языке. Нацисты это делали, достаточно успешно в оккупированных странах, особенно Восточной Европы. Сегодня эта ситуация имеет оттуда истоки. Поэтому это право на референдум и то, что громадная работа, то, что Александр Гапоненко сказал, это громаднейшая работа по сплочению общества, по достижению результата, надо согласиться, что действительно результат определенный достигнут. Этот референдум – это право на жизнь русскоязычного населения в латвийском обществе, которое ставит во главе только одну титульную нацию – нацию латышей. Причем это сделано законодательно, общество разделено на граждан и неграждан. Гражданами может стать человек, чьи предки, то есть родители, дедушка, бабушка, отец и мать, были гражданами до 1940 года, и их прямые потомки. То есть тут внесено законодательно требование
такое чистота происхождения этого гражданина. Вот если твои родители, предки были гражданами буржуазной республики, и ты их прямой потомок, ты становишься автоматически гражданином Латвии. Если нет, ты должен пройти унизительную процедуру натурализации, признаться, что ты являешься потомком оккупантов, а об этом, значит, латвийские политики всегда молчат. Там вопрос стоит при истории Латвии обязательно, кто совершил оккупацию, назовите этих международных преступников помимо Гитлера, обязательно называется Сталин, и советская оккупационная власть, которая с 1944 года, со второй половины 1944 года по 90-й год существовала в Латвии, она является преступной, значит, властью, и нужно в этом обязательно поклясться для новой латвийской власти. После этого власть рассмотрит, дать тебе гражданство или нет, а право человека на рождение право на гражданство по рождению, оно лишено законодательно. Поэтому общество разделено вот по признаку языковому, что является бесспорно дискриминирующим. Лицам, рожденным даже после 1992 года от неграждан, гражданство в порядке регистрации не выдается, и соответствующие последующие действия образования на неродном языке, придуманная дискриминационная норма, 60% ребенок должен усваивать на неродном языке, и 40% только на русском языке. Я хотел бы обратить внимание на те стыки, которые существуют между правозащитной проблематикой и историческими вопросами. Потому что, к сожалению, в значительной степени латвийская, литовская и эстонская внутренняя и внешняя политика замешаны на такого историко-реваншистского толка попытках применить вопросы прошлого, их интерпретацию с помощью каких-то нормативных документов для решения политических задач. И хотел бы обратить внимание на то, что вот в годы войны на территорию Латвии свозились не только для уничтожения евреев из стран Центральной Европы, из самой Германии, из Австрии, из Нидерландов, но и огромная трагедия охватывала тысячи судеб женщин и детей из Белоруссии и приграничных с Латвией регионов. Следующий момент хотел бы отметить. Ну вот в прошлом году президент Латвии Затлерс, даже, точнее, в конце позапрошлого года, в 2010-м был в Москве, встретились и договорились создать совместную комиссию историков двух стран. Нарочито с латвийской стороны эту комиссию возглавляет никто иной, как Инесис Фелдманис, который известен своими, практически, можно сказать, профашистскими взглядами, неоднократно был ловлен на крайне специфических, уничижительных цитатах и высказываниях в адрес нелатышского населения, был неоднократно пойман на принижении роли соучастия латышских коллаборационистов в уничтожении мирного населения, ну и многое другое. Анализ ситуации показывает, что уже много лет предпринимаемая такая попытка экономизировать и только на этом сосредоточить основные отношения с странами Прибалтики, в частности с Латвией, не приводит к позитивным результатам. Можно сколько угодно отчитываться о том, что в какой-то мере там вырос товарооборот или там транзит, показывать те или иные цифры. Ни увеличение транзита, ни, так сказать, увеличение вот этих связей не приводит к каким-либо позитивным изменениям в гуманитарно-правозащитной сфере. Многие вот задают этот вопрос, что делает Центр русской культуры Латвии в Москве. Мы стараемся в столице России именно мобилизовать, структурировать русских людей из Латвии, которые здесь находятся временно или проживают на более постоянной основе. Потому что у нас здесь существуют общие проблемы, какие-то наши свойственные только латвийцам. Это, допустим, может быть и визовые сообщения, да, и получение вида на жительство в России, и трудоустройство в России. В общем, очень приходится много решать таких специфических вопросов. Ну и в то же время мы свою связь с
родиной не прекращаем. Нас очень волнуют те процессы, которые идут в Латвии. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы русская культура и русский язык в Латвии развивался и дальше, и чтобы русская община Латвии чувствовала себя на родине комфортно.